Добрый день. Меня зовут Ольга Провентьева, и с 2022 года я занимаюсь криптовалютой. И сегодня я расскажу вам о том, что такое криптовалюта. Это видео для киндергартен, для чайников, для начинающих, для тех, кто только слышал слово криптовалюта и хотел бы понять, что это такое. Начнем. Итак, криптовалюта. Давайте об этом. Это цифровые деньги, у которых нет физического носителя. Они существуют в виде информационных блоков, хранящихся на миллионах компьютеров по всему миру. И если операции с обычными деньгами контролирует государство, то криптовалюты существуют независимо и не подчиняются никаким властным структурам. Стоимость таких денег определяют исключительно предложение и спрос. Целенаправленно повлиять на нее нельзя. Перевод цифровых монет с одного кошелька на другой, кошелек, считайте как банковский аккаунт, происходит без участия посредников. Есть только вы и тот, кому вы отправляете, и больше никого. Информация о транзакциях записывается в блокчейн. Блокчейн – специальный реестр данных. И вот уже по ходу наговорила так, что все становится сложно. Информационные блоки, транзакции, блокчейн. Уже три понятия, которые сразу, из-за которых стало скучно и полное ощущение, что совсем не хочется в этом разбираться. Но давайте все упростим и остановимся на том, что криптовалюта – это просто деньги. Просто деньги, но деньги из будущего. И для этого нам нужно всего лишь вспомнить историю. Давайте вспомним, как это начиналось. До появления денег люди пользовались бартерной системой, прямым обменом товарами и услугами. Этот период охватывает огромный промежуток времени, каменный век, примерно 2,5 миллиона лет назад. В этот период люди обменивали добытых животных, меха, каменные орудия и другие полезные предметы. Неолит. После 100 века до нашей эры. С переходом к земледелию и скотоводству бартер стал более сложный. Люди обменивали зерно, скот, орудия труда. Ранней цивилизации затем, после 30 века до нашей эры, это Месопотамия, Египет, Индия, Китай, тоже использовались товарные деньги. Скот, соль, какао, бобы, раковины каури. Бартер оставался основным способом обмена, особенно между разными народами. Таким образом, бартерная экономика доминировала до появления первых денег аж в VII веке до нашей эры и продолжала существовать в удаленных регионах, даже в средние века. А что потом? А потом в качестве денег стали использовать золото. Золото начали использовать в качестве денег около 3-го тысячелетия до нашей эры. И здесь Древний Египет около 3-го тысячелетия до нашей эры. Золото использовалось как средство накопления богатства и обмена, но в виде слитков или украшений, а не стандартных монет. Месопотамия – это 25-23 века до нашей эры. В Вавилоне золото и серебро использовались как мера стоимости, но расчеты часто велись в весе металла, а не в монетах. Лидия – это территория современной Турции около 680-600 года до нашей эры. Первые золотые монеты были отчеканены в Лидии, именно там, это современная Турция. Они состояли из природного сплава золота и серебра. Наконец, Персидская империя, 6-4 века до нашей эры, Дарий, ввел стандартные золотые монеты дарики, которые широко использовались в торговле. Древняя Греция и Рим, наконец, Афины чеканили золотые статоры, Рим – иные. Золото стало важным элементом денежной системы, но наряду с серебром и медью. Средние века и новое время. В XIV-XV веках начали массово чеканить золотые дукаты и флорины. В XIX веке большинство стран перешли на золотой стандарт, где бумажные деньги были обеспечены золотым запасом. Итак, золото начали использовать примерно 5000 лет назад, а в виде монет
около 2500 лет назад. И это все деньги, золото. Следующий этап денег – золото. Следующий этап в истории денег. Что потом? А потом появились купюры. Самые первые металлические деньги появились около VII века до нашей эры в древнем Лидийском царстве. Это территория современной Турции. Это мы уже знаем. А купюры или бумажные деньги впервые начали использоваться в Китае во времена династии Тан. Это VII век уже нашей эры. Но массово вошли в оборот уже при династии Сун, IX-X века. Они назывались летающие деньги, так как были удобнее тяжелых металлических монет. А в Европе первые банкноты появились только в XVII веке. В 1661 году Швеция первой выпустила бумажные деньги. А в России бумажные деньги первые. Ассигнации появились только в 1769 году при Екатерине II. С тех пор купюры стали неотъемлемой частью мировой экономики. И это совсем-совсем недавно. Совсем недавно. Новый этап в развитии денег – 20 век. В 20 веке деньги стали более совершенными. Они стали электронными. Появились пластиковые банковские карты и стали основой для современных электронных платежей. Когда появились пластиковые карты? 1950 год. Первая пластиковая карта была выпущена компанией Diners Club США. Это была карта для оплаты в ресторанах. 1958 год. Компания American Express выпустила первую международную пластиковую карту. 1966 год. Появился первый банковский карт-альянс Interbank, который позже превратился в MasterCard. 1970-е годы карты стали массово выпускаться с магнитной полосой, что сделало их удобнее. 1980-е годы появились первые чип-карты, разработка французского инженера Ролана Морена. Когда начали использоваться бесконтактные платежи? Совсем недавно. 1990-е годы появились первые прототипы бесконтактных карт. 2000-е годы, вот тогда начали массово внедряться технологии NFC для платежей. Visa Pay Wave, MasterCard Pay Pass и так далее. Всего лишь четверть века назад. 30 лет назад. Итак, надеюсь, этот небольшой экскурс был очень полезен, экскурс в историю. Продолжим? Итак, когда появились первые пластиковые карты, это было так непривычно, это было таким новым и непонятным, а сейчас электронные деньги стали стандартом. Кто из нас вообще просто, я не знаю, может жить без пластиковых карт? Мы всегда и всюду с этими пластиковыми картами. Приложения в телефонах, когда появились. Сейчас, когда электронные деньги стали стандартом, и даже физические карты, заметьте, постепенно заменяются мобильными платежами, логичным продолжением развития денег появление криптовалюты. И если вы думаете, что биткоин возник ниоткуда, то вы глубоко ошибаетесь. Для появления биткоина были свои предпосылки. Какие? Давайте разбираться дальше. Криптовалюта появилась в начале 21 века. Но идеи цифровых денег разрабатывались задолго до этого. 1983 год. Американский криптограф Дэвид Чаум предложил концепцию электронных денег eCash, которая использовала криптографию для обеспечения анонимности платежей. 1998 год. Инженер Уэй Дай разработал концепцию B-Money, децентрализованной цифровой валюты, но проект так и не был реализован. Движемся дальше. И вот
Наконец-то! Биткоин появился в 2008 году как первая децентрализованная цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн. И вот краткая история его создания, совсем чуть-чуть. 2008 год. Создание концепции. В октябре 2008 года анонимный разработчик или группа под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал в криптографическом сообществе белую книгу White Paper под названием Bitcoin и Peer-to-Peer Electronic Cash System. В документе описывалась система электронных денег, работающая без центральных банков или посредников с использованием блокчейна и цепочки блоков, блокчейн, цепочки блоков, содержащих записи о транзакциях. Это 2008 год. 2009 год. Запуск сети биткоина. 3 января 2009 года был создан первый блок блокчейна биткоина Genesis блок, блок 0. В нем содержалось сообщение. The Times 03 January 2009. Chancellor on brink of second bailout of banks. Это ссылка на статью в газете The Times о финансовом кризисе, возможно, указывающая на причины создания биткоина. В этом же году Накамото выпустил первую версию Bitcoin Core программного обеспечения для работы с сетью. 2010 год. Что это было? Первая покупка за биткоины. В мае 2010 года произошла первая реальная сделка. Программист Ласло Ханич купил 2 пиццы за 10 тысяч биткоинов. Сегодня это миллионы долларов. Этот день отмечается как биткоин-пицца день. Запомните, это был май. Дальше, 2011-2013, популяризация. В 2011 году биткоин стал использоваться на подпольных рынках, например, на Silk Road. В 2013 году стоимость биткоина впервые превысила $1000, что привлекло внимание инвесторов и СМИ. Дальнейшее развитие. С тех пор биткоин стал не просто цифровой валютой, глобальным финансовым явлением. Он стал глобальным финансовым явлением, действительно. Его популярность привела к созданию множества других криптовалют и развитию индустрии блокчейна. А вот личность Сатоши Накамото до сих пор остается неизвестной. Он исчез уже в 2011 году, передав контроль над проектом другим разработчикам. Как же исчез Сатоши Накамото? Сатоши Накамото постепенно отошел от проекта биткоина в 2010-2011 годах. Его исчезновение было неожиданным и оставило множество вопросов. Хронология ухода 2010 год. Передача контроля. В декабре 2010 года Сатоши опубликовал одно из последних сообщений на форуме Bitcoin.org, объявив, что он занимается другими делами. Перед этим он передал права на сайт Bitcoin.org и исходный код Bitcoin Core, главное программное обеспечение для работы с биткоином, Гевину Андерсону, одному из ведущих разработчиков проекта. Тогда же Накамото передал другим участникам сети ключи доступа к репозиторию кода и некоторые технические документы. 2011 год, последнее общение. В апреле 2011 года Сатоши отправил Гевину Андерсону последнее известное письмо, в котором написал: «Я переключился на другие вещи, биткоин в надежных руках». В это же время он удалил себя из списка разработчиков проекта и прекратил публичное общение. Исчезновение. После 2011 года Сатоши больше не появлялся в сети и не публиковал новых сообщений. Его биткоин-кошельки, примерно 1,1 миллионов биткоина, так и остались нетронутыми. С них не производилось больше ни одной транзакции. Никто не знает, жив ли он, сменил ли личность или просто решил исчезнуть навсегда. Что передал и кому? Гевину Андерсону контроль над разработкой биткоин, основанного программного обеспечения биткоина и администрирование репозитория кода и форума Bitcoin Talk. Сообществу разработчиков исходный код, возможность дальнейшего развития проекта. Основные идеи децентрализации, которые легли в основу управления сетью биткоина. Почему Сатоши ушел? Возможны теории.
опасность со стороны властей, биткоин мог угрожать традиционной финансовой системе, что могло привлечь внимание правительств. Желание анонимности. Возможно, Сатоши не хотел быть публичной фигурой. Возможно, план изначально был таким. Он создал проект, запустил, передал сообществу и исчез. Личность Сатоши Накамото. Это, возможно, группа людей, возможно, он и не один, а группа разработчиков, прекратившая работу. Никто этого не знает, но факт остается фактом. Несмотря на исчезновение, биткоин продолжает работать и развиваться, оставаясь крупнейшей криптовалютой в мире. В чем эксклюзивность биткоина как новой денежной единицы? Биткоин нельзя печатать до бесконечности, в этом его уникальность. Всего в мире, на этом внимание, могут быть добыты только 21 миллион биткоин. И ни одним Сатоши больше. Почему? Почему всего 21 миллион, ограничение в 21 миллион биткоинов заложено в исходном коде биткоина и является одним из ключевых принципов его экономической модели. Первое – это алгоритмы эмиссии добычи. Биткоин работает на алгоритме Proof of Work. Доказательство работы, где новые монеты создаются, майнятся в процессе проверки транзакций и добавления новых блоков блокчейна. И награда, второе, награда за блок и халвинг. И вот здесь давайте об этом немножечко поподробнее на примере. Окей? Изначально майнеры получали 50 биткоинов за каждый новый блок. Это было в 2009 году. Раз в 4 года, каждые 210 тысяч блоков, происходит халвинг, уменьшение награды в 2 раза. В 2012 году майнеры получали всего 25 биткоинов. В 2016 году 12,5 биткоинов. В 2020 году 6,25 биткоина, 2024 3,125 тысячные биткоина и так далее. Что же происходит дальше? Достижение 21 миллиона биткоина. Так как награда за майнинг уменьшается в 2 раза каждые 4 года, то примерно к 2140 году она станет настолько маленькой, что больше не будет новых биткоинов. Экономический смысл этого ограничения. Каков он? Дефицит делает биткоин ценным. Чем меньше монет, тем выше спрос. Защита от инфляции. Нельзя напечатать новые биткоины, как обычные деньги. Предсказуемая эмиссия. Пользователи знают, сколько биткоина будет в будущем. И это факт. Некоторые биткоины уже утеряны навсегда. Например, забытые пароли от кошельков. Поэтому в реальном обороте будет даже меньше, чем 21 миллион биткоин. Итак, мы теперь знаем чуть-чуть побольше. Продолжим. После создания биткоина криптовалюты начали развиваться. Появились эфир, Ethereum, 2015 год, Litecoin, чуть раньше, 2011 год, Ripple, 2012 год и тысячи других цифровых активов. Сегодня криптовалюты используются для платежей, инвестиций и децентрализованных финансов DeFi. Итак, криптовалюты – это прежде всего деньги. Криптовалюты обладают несколькими преимуществами по сравнению с традиционными деньгами. Первое. Децентрализованность. Криптовалюты не контролируются центробанками или правительствами. Это обеспечивает большую независимость от государственных финансовых систем и возможных инфляций или манипуляций. Второе. Глобальный доступ. Криптовалюты можно использовать в любой точке мира, где есть интернет. Это особенно важно для людей в странах с нестабильной валютой или ограниченным доступом к банковским услугам. Третье. Низкие комиссии. Транзакции с криптовалютами, как правило, имеют меньшие комиссии по сравнению с традиционными банковскими переводами или международными платежами. Скорость транзакций, переводы,
криптовалют могут быть выполнены гораздо быстрее, особенно в международном масштабе, чем традиционные банковские переводы, которые могут занять несколько дней. Это факт. Вы отправляете перевод, и через максимум несколько минут он уже на кошельке другом. Пятое преимущество – безопасность. Криптовалюты используют технологии шифрования и блокчейн для обеспечения банковских транзакций. Это значительно снижает риски мошенничества и подделки. Шестое преимущество – прозрачность. Все транзакции в сети блокчейн публичны и проверяемы. Это создает высокий уровень доверия, так как каждый может проследить историю транзакций, не только свои. Седьмое преимущество – инновационные возможности. Криптовалюты и связанные с ним технологии, например, смарт-контракты, открывают новые возможности для автоматических сделок и создания децентрализованных финансовых сервисов. Восьмое – приватность. Криптовалюты могут обеспечить более высокий уровень анонимности, чем традиционные банковские системы, что привлекает внимание пользователей, ценящих конфиденциальность. Но в этой части вы будете спорить со мной, что криптовалюты, в отличие от денег, ничем не обеспечены. Но так ли это? А чем обеспечен доллар США? Ничем, кроме своей репутации. Доллар США официально отвязался от золота 15 августа 1971 года, когда президент Ричард Никсон объявил о временном приостановлении конвертации долларов в золото. Это стало известно как Никсоновский шок. США прекратили возможность обмена доллара на золото по фиксированному курсу, что положило конец системе Бреттон-Вудса, которая действовала с 1944 года. С этого момента доллар США стал валютой, не обеспеченной золотым запасом, и его стоимость стала определяться рыночными силами. А чем определяется стоимость биткоина? Точно так же ничем, кроме его репутации, и стоимость точно так же определяется рыночными силами. Наше сравнение биткоина с долларом США. Круто. Продолжим? Продолжим. И, наконец, еще одно сравнение, которое вам понравится больше, чем все приведенные аргументы, и будет понятнее и привычнее, чем все остальное. Сравним криптовалюты и акции. Очень осторожно сравним. Не надо меня сейчас тянуть за язык, что здесь ничего общего. Дослушайте до конца. Существует ряд криптовалют, за которыми стоят реальные проекты и технологии. Например, такие криптовалюты, как Ethereum, Polkadot, Cardano или Chainlink, связаны с развитием децентрализованных приложений, смарт-контрактов и других технологических решений. В этом контексте криптовалюты могут быть сравнимы с акциями, поскольку они могут представлять собой инвестиции в проекты с реальными технологиями и потенциалом роста. Вот в этом отношении и в этом аспекте я их сравниваю. Хотя есть и некоторые отличия, они тоже очень понятны. Технология и токеномика. Акции имеют экономическую основу, связанную с финансовыми показателями компаниями, такие как прибыль, доходность, активы и так далее. Стоимость акций, как правило, отражает финансовое положение компании и ее перспективы на рынке. Криптовалюты могут не иметь такой же прямой связи с финансовыми результатами, хотя криптовалюты могут поддерживаться реальными проектами и технологиями. Их стоимость часто определяется спросом и предложением на рынке, а также спекуляциями, что может вызывать большую волатильность. Применение криптовалют в реальных проектах и их технологическая ценность не всегда напрямую соотносятся с рыночной стоимостью токенов. Сравним экономические модели и дивиденды. Акции могут приносить дивиденды, которые являются частью прибыли компании, а также могут быть поддержаны ее финансовыми результатами. Криптовалюты обычно не выплачивают дивиденды, и доход от них зависит исключительно от изменений их рыночной стоимости. Исключение составляют лишь некоторые блокчейн-проекты с механизмами вроде делегированного доказательства доли или стейкинга, но это не то же самое, что дивиденды от прибыли компании. Вывод.
Хотя криптовалюты, поддерживаемые реальными проектами и технологиями, могут напоминать акции в некотором смысле, основное вот здесь различие заключается в том, что криптовалюты не обеспечивают владельцам на управление проектами и не гарантируют прибыли в виде дивидендов. И это надо помнить. И это надо понимать. Более того, криптовалюты функционируют в условиях высокой волатильности и нестабильности, что делает их менее предсказуемыми по сравнению с традиционными акциями, связанными с более стабильными компаниями и финансовыми результатами. Но самое важное в мире криптовалют – это то, что прямо сейчас на наших глазах начинается будущее, начинается новая финансовая эпоха. И только вам, каждому из нас, решать, будете ли вы полноправными участниками этого нового будущего или предпочтете неторопливо идти, наблюдая за этим миром со стороны. Выбор за вами. Наконец, криптовалюты и технологии блокчейна находят все большее применение в реальной жизни, трансформируя различные отрасли. Блокчейн используется для создания децентрализованных финансовых приложений, DeFi, токенизация активов, создания NFT, а также для улучшения прозрачности и безопасности в таких сферах, как, минуточку, страхование, здравоохранение, логистика и многие другие. Биткоин, BTC, биткоин первая и самая известная криптовалюта, и ее блокчейн также имеет применение в реальной жизни, помимо простых финансовых переводов. Биткоин – это использование этого средства как средство сбережения и ценности. И вот он вам конкретный пример. Хотите? Пожалуйста. MicroStrategy – публичная компания, которая инвестировала миллиарды долларов в биткоин как средство хранения ценности и защиты от инфляции. Эль-Сальвадор – первый в мире государственный проект, который признал биткоин в качестве официального средства платежа. В этой стране было создано национальное приложение Chivo для упрощения использования биткоина на повседневные нужды. И, наконец, платежные системы, которые позволяют бизнесам уже сейчас принимать оплату в биткоинах. И это тоже реальность. BitPay – платформа для обработки платежей, которая позволяет бизнесам, фирмам принимать биткоин в качестве способа оплаты товаров и услуг. Это реальность. BitPay используется в тысячах онлайн и офлайн магазинов. Переводы между странами. Strike – приложение для международных переводов, которое использует биткоин для мгновенных и дешевых в сравнении с банковскими переводами, денежных переводах между странами. Оно работает на основе технологии Bitcoin Lightning Network, которая позволяет значительно ускорить транзакции и снизить комиссии. И в качестве примера рассмотрим криптовалюту XRP. Она буквально на вашем экране. Я открыла CoinMarketCap. Это аналитический ресурс по криптовалютам. И сейчас я покажу вам эту криптовалюту. Вот она здесь буквально. Что же она из себя представляет? Рассмотрим эту криптовалюту, которая создана компанией Ripple, и примеры реальных применений ее технологий в жизни. Криптовалюта XRP была создана в 2012 году компанией Ripple Labs, изначально OpenCoin. Основателями проекта являются Крис Ларсон, Джет Маккалеб. XRP разработан как быстрый и малозатратный инструмент для трансграничных платежей, предназначенный для банков и финансовых учреждений. В отличие от биткоин, XRP не требует майнинга, так как
Все 100 миллиардов монет были выпущены сразу. Транзакции обрабатываются через уникальный механизм консенсуса Ripple Protocol Consensus алгоритм RPSA, так что кто, как и почему использует этот блокчейн, ключевыми элементом которого является монета XRP. Кто, как и почему? Давайте отвечать на этот вопрос. Международные переводы с минимальными комиссиями и быстрым временем обработки. Одно из основных применений XRP заключается в ускорении и удешевлении международных денежных переводов. Блокчейн Ripple позволяет мгновенно проводить переводы между странами, значительно снижая комиссии и время, которое обычно требуется для транзакций через традиционные финансовые учреждения. Пример – RippleNet. Это сеть, на основе которой банки и финансовые учреждения могут совершать международные переводы. Одним из крупнейших партнеров Ripple является Santander, который использует платформу для перевода денег через сервис OnePayFX. Это позволяет пользователям совершать переводы в реальном времени с минимальными комиссиями, что в разы дешевле и быстрее традиционных методов. Использование XRP для ликвидности – On-Demand Liquidity – ODL. Использование XRP в качестве мостового актива для улучшения ликвидности при международных расчетах. Это позволяет финансовым учреждениям обменивать валюты между собой без необходимости держать фиатную валюту в разных странах. Пример – ODL позволяет финансовым учреждениям использовать XRP для мгновенной конверсии между валютами. Например, MoneyGram, один из крупных партнеров Ripple. Используются транзакции через XRP для перевода средств в другие валюты с моментальной конверсией. Это позволяет значительно сократить стоимость и время транзакций, обеспечивая более эффективную международную ликвидность. XRP – цифровая валюта для межбанковских расчетов. XRP используется многими крупными банками как межбанковский механизм для расчетов, так как она предоставляет быструю и безопасную платформу для перевода больших сумм без необходимости в традиционных системах межбанковских расчетов. Пример – SBI Holdings. Это японский финансовый гигант, который активно использует Ripple для межбанковских переводов и расчетов внутри своей экосистемы. SBI также разработала платформу SBI Ripple Asia, которая работает с рядом японских банков, чтобы улучшить международные переводы и повысить эффективность ликвидности. Использование XRP для интеграции с платежными системами. Ripple работает над интеграцией своей технологии с платежными системами для улучшения обслуживания как крупных, так и мелких пользователей, а также для ускорения расчетов в реальном времени. Пример – PNC Bank, один из крупнейших банков США, подключился к RippleNet для обработки транзакций и оплаты через блокчейн. Это позволяет ускорить переводы для клиентов банка, сократить издержки и повысить прозрачность в процессе. XRP – блокчейн для корпоративных платежей. Блокчейн Ripple используется крупными корпорациями для управления платежами внутри их систем, ускоряя процессы и минимизируя издержки на переводах. Пример – American Express заключили партнерство с Ripple для проведения транзакций между клиентами и финансовыми учреждениями. Этот проект использует RippleNet для облегчения быстрых и эффективных платежей по всему миру. Итак, XRP
активно используются в реальных применениях. От международных переводов и улучшения ликвидности до цифровых валют для межбанковских расчетов и мобильных платежей. Блокчейн Ripple позволяет значительным образом улучшить эффективность финансовых систем, снизить издержки и ускорить транзакции, что делает его важным инструментом в мировой финансовой экосистеме. Вот так. Дальше. Давайте рассмотрим, как другие известные криптовалюты, такие как Solana, применяются в реальной жизни и где используется ее блокчейн. Посмотрим? Посмотрим. И по традиции, для начала CoinMarketCap – это криптовалюта Solana. Итак, где используется ее блокчейн? В первую очередь, идентификация и управление данными. Блокчейн Solana используется для создания децентрализованных систем для управления данными и цифровой идентификацией, где важно обеспечить безопасность и высокую пропускную способность. Пример Savik или Civic – система для управления цифровыми удостоверениями личности, которая интегрируется с блокчейном Solana для защиты данных и упрощения процесса идентификации. И это приложение позволяет пользователям безопасно и без посредников подтверждать свою личность, используя децентрализованные технологии. Давайте посмотрим использование этого приложения. Civic или Savik. Savik применяется в нескольких странах и сферах, где важно быстрое и безопасное подтверждение личности. Например, в США Savik активно используется для онлайн-идентификации и защиты от мошенничества в различных сервисах. Savik Pass – это система для безопасной и приватной верификации личности через блокчейн. Она представляет пользователям уникальные, защищенные и проверенные цифровые удостоверения личности, которые могут быть использованы в различных сферах. Например, ID Verification Pass позволяет пройти проверку по государственному удостоверению личности с дополнительными проверками, например, видеоселфи или сравнение с лицом на документе. Liveness Pass – удостоверение, основанное на видеоселфи для подтверждения, что пользователь – реальный человек. Система Savik помогает повысить уровень безопасности при подтверждении личности и представляет пользователям больше контроля над своими личными данными. Итак, движемся дальше. Моя любимая тема, моя любимая часть – токенизация активов и цифровых товаров. Блокчейны используются для токенизации, криптовалюты используются для токенизации различных активов, включая недвижимость, акции и другие ценности, благодаря высокой скорости и низким издержкам при создании и обмене токенов. Пример, пожалуйста. Вуаля! Вот он вам пример. Проект Real IT. Это проект, который занимается токенизацией недвижимости и использует блокчейн Solana, и Ethereum для создания токенов, представляющих доли в недвижимости. Это позволяет инвесторам участвовать в рынке недвижимости, даже если у них нет достаточно средств для покупки целого объекта, и снижает расходы на сделки. Real IT – это проект, который занимается токенизацией недвижимости на блокчейне и Ethereum. Это позволяет дробить недвижимость на небольшие токены, которыми могут владеть инвесторы, таким образом снижая порог входа на рынок недвижимости. Токенизация позволяет покупать и продавать доли в недвижимости, а также получать доход от аренды этих объектов. В проекте используется модель Fractional Ownership, где каждый токен представляет собой долю в реальной недвижимости, и владельцы получают часть арендованного дохода пропорционально количеству токенов, которые они держат. Одним из значимых преимуществ является скорость сделок. В отличие от традиционных сделок с недвижимостью, которые могут занимать месяцы, с использованием токенов можно завершить сделку всего за 15 минут.
Также проект работает над улучшением системы расчетов, которая позволяет более эффективно и прозрачно распределять доход от аренды между владельцами токенов. Так вот, Real IT активно интегрируется в сферу DeFi, децентрализованные финансы, предлагая использование токенизированной недвижимости в различных децентрализованных финансовых приложениях, таких как Aave, Compound и другие. Это открывает новые возможности ликвидности и получения стабильного дохода от недвижимости в рамках децентрализованных финансов. А это уже совсем другие доходы. Вот так. Проект Real IT, занимающийся токенизацией недвижимости, зарегистрирован в США. Он предоставляет возможность инвестировать в недвижимость США, разделив ее на токены, каждый из которых представляет долю в реальном объекте. Инвесторы могут получить доход от аренды, а также участвовать в приросте стоимости недвижимости при ее перепродаже. Вся информация о сделках и владельцах собственности хранится на блокчейне, обеспечивая прозрачность и безопасность транзакций. Кроме того, Real IT интегрирует свои токенизированные активы с децентрализованными финансовыми платформами DeFi, что открывает дополнительные возможности использования этих токенов в качестве залога, участия в доходных фермах или других финансовых операциях, включая кредитование и заимствование. Проект активно сотрудничает с такими платформами, как Aave, и соблюдает требования законодательных норм США, что способствует его популярности и доверию со стороны покупателей и инвесторов. И да, у проекта Real IT есть собственный токен. Давайте посмотрим. Вот он проект. Переключаемся на CoinMarketCap и вот так вот в поисковичке набираем Real Token. Ну и что мы видим? Вот. Каждый Real токен представляет собой долю в реальном объекте недвижимости, что позволяет пользователям инвестировать в недвижимость с весьма низким порогом входа. Эти токены могут быть использованы для получения части дохода от аренды, а также для увеличения ликвидности на DeFi-платформах, таких как Aave и других. Владельцы Real токенов, заметьте, да, но это вот совсем сложная схема, мы можем покупать эти токены, как бы становясь совладельцами недвижимости, и дальше еще и закидывать, чтобы они еще не просто лежали, и там будут расти в цене, это нас вообще ни разу не волнует, на какие-нибудь лендинговые протоколы. Это такая сложная система, ну, потом когда-нибудь я вам об этом расскажу, и они будут обеспечением. Под них мы еще можем брать займы, чтобы потом зарабатывать в децентрализованных финансах. Вот такая вот есть. То есть могут ими торговать, использовать как залог. Это вот то, что я вам сейчас говорила. Для получения кредитов или участвовать в других финансовых активах. Кроме того, с помощью этих токенов можно также следить за арендными выплатами и другими финансовыми операциями, связанными с недвижимостью. Вот такая вот интересная система на блокчейне, конечно. Это позволяет повысить прозрачность и упростить управление инвестициями в недвижимость. Заключение. Блокчейн Solana активно используется в самых разных областях, от DeFi, в NFT, для социальных платформ, в игровых проектах, благодаря своей высокой скорости транзакций и низким комиссиями. Это особенности эти делают Solana привлекательной для различных приложений, где важна эффективность и скорость работы. Вот как-то так. Ну что, еще одну валюту для примера, криптовалюту покажем. Давайте. Я вообще так могу до бесконечности. Ну, давайте еще одну. Я ее тоже очень люблю. Cardano, встречайте. Криптовалюта. Ада Cardano. Я могу, правда, до бесконечности, но сейчас давайте рассмотрим вот эту криптовалюту, за которой стоит реальный проект из реального мира. Cardano – это блокчейн,
ориентированный на устойчивость, безопасность и масштабируемость с целью решения проблем, таких как энергозатратность и отсутствие формальных проверок в других блокчейнах. Пока ничего не понятно, но сейчас мы чуть-чуть углубимся в проект. Я вам об одном проекте расскажу, и вам все станет ясно. Поехали. Использование в образовании – это один из способов использования блокчейна Cardano. Atala Prism – это проект на базе Cardano, который представляет решение для удостоверения личности в образовательных учреждениях. С помощью этой технологии университеты могут выпускать цифровые дипломы и сертификаты, которые легко подлежат проверке и подтверждению без необходимости обращения в центральные органы. Итак, думаю, на сегодня достаточно. Наше первое видео подошло к концу. Мы начали с вами погружение в тему криптовалют. Мы проследили историю денег и воспринимаем теперь криптовалюты только как деньги, как новую форму новых денег будущего. Давайте на этом остановимся, а все наши дальнейшие разборы оставим на потом. У нас впереди еще много чего интересного. На этом пока. Следите за обновлениями, подписывайтесь на мой телеграм-канал.